Всем привет, с вами Virgil, и это топ-10 продаваемых компьютерных игр 99-го. Я почитал ваши комментарии, сделал определенные выводы, и вот что вышло. В этом видео мы также посмотрим на топ продаж ПК-игр в США за 99 год и пройдемся с 10 по первые места. Чтобы узнать, кто же там оказался. 10 место. И Dear Avenger. Помните игры об охоте из прошлого чарта? Так вот, в этом году их стало больше, и хотя ни одна не попала в первую десятку, сразу 3 угодили во вторую, что тоже успех. Я не буду говорить, сколько новых игр для домашних охотников вышло в 99-м, скажу лишь, что они были, несмотря на традиционно низкие оценки в прессе. Здесь идея прошла полный круг, и Dear Avenger это пародия на то, что было в тренде. Олень-мститель. Звучит как название трэшового фильма ужасов, но это лишь юмористическая версия игры про охоту, которая почти не поменялась и осталась тем же стационарным тиром. Как и в Deer Hunter, игрок выбирает вид оружия, карту и начинает искать следы пребывания, но уже не оленя, а охотников. И это могут быть и банки из-под пива, туалетная бумага или журнал с веселыми картинками. Также вместо фотореалистичной графики здесь используется мультяшная рисовка. И несмотря на вторичность, если не сказать третичность, из пародий также сделали серию, которая жила несколько лет. Покупали ли ее те же люди, что сходили с ума от виртуальной охоты, или те, кто хотел поглумиться над первыми? Большая загадка. 9 место и Baldur's Gate. Да, вот он успех. Одна из величайших RPG всех времен и народов, прямо скажем, не казуальная игра, оказалась также и финансово успешной. И это при том, что в самом Interplay не рассчитывали, что она станет хитом, считали, что 200 тысяч копий будет достаточно. Но здесь все способствовало признанию. И красочная графика, и анимация, и сражения в реальном времени, и хороший сюжет, и эпичная история, и, конечно же, проработанный мир самой игры. Засосет надолго по самые уши. Я не утрирую, говоря, что игра не казуальная, ведь чтобы вникнуть в тонкости этого мира, нужно изучать правила системы D&D, на которых и держатся врата Балдура. Уже в 99 году Baldur's Gate был переиздан на DVD, а также к нему появился аддон, добавляющий новую локацию. Также Interplay замахнулись на консольный рынок. Был обещан порт на PlayStation и Dreamcast, но до релиза ни один из них не добрался, несмотря на то, что продажи компьютерной версии спустя год подходили к миллиону. 8 место и Frogger. Это что, та аркадная игра про лягушонка-мазохиста, который любил дохнуть под колесами грузовиков? Нет, это его трехмерный ремейк. Лягушка переехала в угловатое 3D, но суть осталась прежней – прыгать туда-сюда, пытаясь не быть расплющенным. Вместо одного экрана игрового автомата и проезжей части в версии 97 года 37 разных уровней, поделенных на несколько тематических зон. Как вы видите, даже тогда перезапуски могли быть более эффективными, чем свежие идеи. И если вы думаете, что это успех, то на PlayStation, где выбор игр был не хуже, Frogger разошелся еще более крупным тиражом, и суммарные продажи на сегодняшний день превышают 3,3 миллиона копий, что ставит ремейк Фроггера на 25 место за всю историю этой консоли. Наверное, я не удивлю вас, сказав, что увидев взлет Фроггера, компания Hasbro начала выпускать и другие ремейки старых аркадных хитов. Breakout, Missile Command, Galaga, Pac-Man, Q*bert, Tetris и просто сборники оригинальных старых игр без изменений. 7 место и MS Flight Simulator. Мне нечего добавить к сказанному за прошлый год. Игра в жанре гражданского, а не боевого авиасимулятора снова оказалась одной из самых популярных за год. Кому-то достаточно просто летать, а стрелять уже не так важно. В принципе, популярность достаточно понятна, ведь Flight Simulator был флагманским игровым продуктом от Microsoft, начиная с 1982 года. И прошлая версия разошлась тиражом в 1 миллион экземпляров менее чем за 3 месяца. Хотя 2000-я версия также подвергалась и критике из-за изменений в настройках игры, которые делали часть контента нерабочеспособным, а также из-за слишком высоких системных требований на то время. 6 место и Tiberian Sun. Если в прошлом году все ждали продолжения Warcraft и получили StarCraft, то в 99-м мир приготовился к триумфальному возвращению в Westwood на RTS-арену. Конечно же, речь о серии Command & Conquer, классическое противостояние двух лагерей, наши плохие. Только если в оригинале было недалекое будущее и джипы Татьяны с овчарками и вертолеты Ми-24, то здесь уже будущее отдаленное и куда более продвинутые технологии. По полю боя расхаживают мехи, парят ховеркрафт всех мастей, а на полях с Тиберием так и вовсе живут какие-то монстры. При всем при этом игра очень мало поменялась как в плане геймдизайна, так и доступных стратегий. Остался даже тот же интерфейс и те же основные принципы. Но все это не помешало Westwood продать более миллиона копий за один только 99 год. 5 место.
И Half-Life – инновационный кинематографический шутер, который поставил с ног на голову весь жанр и заставил всех почесать реп. Half-Life – продукт студии Гейба Ньюэлла Valve. Да, тогда еще студия, а не магазина, если не использовать это слово в том же смысле, что и студии кухни. Но Half-Life — это действительно легендарная вещь, которая не только была хорошо принята критиками и игроками, но и задала новую моду в шутеростроении. В ней было время и для экшена, и для триллера, и для болтовни с NPC, и для созерцания красот вместо принципа Run and Gun, который до 1998 года исповедовали большинство разработчиков экшен-игр. Кстати, аддон Opposing Force, где рассказывалось о тех же событиях, но с другой точки зрения, тоже пользовался успехом. Разошелся в этом же году тиражом в 108 тысяч копий. Четвертое место и Age of Empires 2 Age of Kings. В прошлой части у нас был античный мир, а здесь средневековье. Студия Ensemble пошла верной дорогой, не стала ничего ломать и кардинально менять, а лишь улучшила и усовершенствовала все, что могла. Юниты стали самостоятельнее, крестьяне перестали быть тупым пушечным мясом, появилась возможность строить свои замки, возделывать пашни, новые юниты, новые строения. Но та же самая замечательная изометрическая графика стала еще красивее. Плюс добавились псевдоисторические кампании, рассказывающие посредством игры о каких-нибудь известных событиях и личностях, вроде Жанны Дарк или Чингисхана. Не говоря уже о мультиплеере, где продолжала кипеть жизнь после окончания поддержки игры Microsoft. И она остается популярной по сей день. Не зря в последние годы к ней вышло несколько новых дополнений. Всего за 4 месяца тираж игры во всем мире перешел отметку в 2 миллиона. Третье место и «Кто хочет стать миллионером?». Да, это компьютерная версия популярного телешоу, где пятый муж Аллы Борисовны развлекал всю страну своими каверзными вопросами и денежными призами. Но это у нас. Оригинал шоу появился в Великобритании в 1998-м, затем в США, где тоже был весьма и весьма популярен. Достаточно для того, чтобы кто-то в рекордные сроки сделал его компьютерную адаптацию, а кто-то эту адаптацию купил. Таких было как минимум 500 000 за месяц. И это лишь первая часть, а всего их было сделано по дюжину, включая версии для приставок и даже Game Boy Color. Вот эта самая первая цифровая версия 1999 года была сделана авторами популярной компьютерной викторины You Don't Know Jack. Как и в других подобных адаптациях, здесь можно стать участниками программы, не выходя из дома и не трепя себе нервы. Поэтому жанр здесь скорее симуляция. Сама игра — это банальная викторина. Весь смысл, который заключается в угадывании правильных ответов из 4 предложенных, начиная с шутливых и заканчивая невозможно ботанскими. И в отличие от реальной игры, здесь почти отсутствовал азарт, ведь возможность потерять $100 000 была вполне реальной. И из-за такой атмосферы передачу и смотрели. Понятно, что покупали ее из-за знакомого названия, по той же причине продавались и книги с вопросами. Кстати, за всю историю в британской версии было всего лишь 5 человек, дошедших до суммы в миллион, причем не рублей, а фунтов стерлингов, что где-то в 70 раз больше. А скольким игрокам в эту самую адаптацию удалось добраться до финальной ступени? Второе место – SimCity 3000. Третья игра в серии градостроительных симуляторов заставила людей кидаться деньгами в кассу и метать кредитные карты как сюрикены. Но все началось совсем не так, и новый SimCity мог бы вообще не появиться. Игра должна была быть в 3 измерениях. Уже начали появляться тайтлы вроде SimCopter или Streets of SimCity, где можно было исследовать построенные города в 3D на вертолете или автомобилях. И казалось бы, что следующим шагом должно было стать и переход основной серии на новые рельсы. Но вот со стратегией Maxis потерпели фиаско. В 1997 году у них не получилось достойно привинтить к ней ось Z, хотя они провели год работы над ней. И посчитали, что выпускать ее в таком виде нельзя. Из-за шаткой финансовой ситуации и отсутствия других деньгоносных проектов уровня SimCity, они решили продаться Electronic Arts, чтобы студия, где трудилось уже 200 человек, совсем не закрылась. Многие проекты Maxis были закрыты, и владельцы прислали новых менеджеров, которые выбрали новый путь флагманской игры, путь, который на деле оказался старым. Они отказались от 3D и просто сделали обычный сиквел с улучшениями и некоторыми новыми фичами. Новая версия 3000 была показана в 1998 и уже имела куда лучшие оценки. Теперь здесь была современная изометрическая картинка, но мы все же понимаем, что это скорее количественный сиквел, чем качественный. Но раз люди любят строить не меньше, чем ломать, то желание Electronic Arts дать им очередную возможность и посадить в кресло мэра вполне очевидно. Первое место. Барабанная дробь. Roller Coaster Tycoon. Вы можете поверить, что 720 тысяч человек захотели стать управляющими парка аттракционов, и конкретно американских горок? Видимо, кто-то не докатался в детстве. Американские горки, которые в Америке называют русскими. Идея игры, прямо скажем, не совсем оригинальна, ведь за несколько лет до этого был Theme Park, весьма популярный симулятор целого парка развлечений.
В этой же игре весь акцент делается на один вид аттракциона. Можно строить необычные маршруты, прокладывать крутые виражи и сколь угодно крутые горки. Короче, построить такой парк аттракционов, который ни одна комиссия не признает безопасным для использования. И при поездке на которых через голову людей пройдет весь возможный спектр эмоций. Все ради того, чтобы посетители получали удовольствие, а вы в качестве менеджера деньги в кассу. Этот внезапный успех заставил завистливых людей наплодить счет айкунов, а Криса Сойера сделал знаменитостью. Возможно, вас удивил этот хит-парад, что одни игры туда попали, а другие нет, но всему есть свои объяснения. Во-первых, это дата выхода. Если крутейший проект выходит под конец года, то он может не попасть в статистику, а этот годичный топ основан на анализе продаж, а не данных от самих компаний. Во-вторых, цена. Обычная коробочная игра в те годы в Америке стоила $40-50, а те, что дешевле, по 20. А Джевела и того дешевле, но далеко не все решались их выпускать. Например, Фрогер выходил в качестве Джевела. В-третьих, это доступность. Казуальные игроки скорее купят то, что есть на полках супермаркетов, чем пойдут в специализированный магазин. И угадайте, где лежало больше игр про телевикторины и охоту с рыбалкой. Ну и в-четвертых, казуальных игроков, тех, кто не считает себя геймерами, гораздо больше, чем хардкорных игроков. Так было и 20 лет назад, так есть и сейчас. Как, вы еще здесь? Ну, в таком случае бонус. Посмотрим на числа, которые заняли более известные в геймерских кругах названия. Разумеется, стоит помнить, что игра, появившаяся в начале года, как правило, будет иметь больший успех, чем то, что вышло в декабре. Но все-таки. Гоночная Need for Speed Hot Pursuit про езду с копами 276 тысяч. Аддон к StarCraft под названием Brood War 311 тысяч, он почти попал в чарт. Это при том, что он требовал копию оригинального StarCraft и не работал сам по себе. А теперь, что касается результатов игр именно 99 года, игр, о которых вспоминают по сей день и в отличие от симуляторов охоты приличными словами. Age of Wonders 20 тысяч, Homeworld 95 тысяч, отечественный симулятор боевых самолетов Су-27 Flanker 2.0 7200 копий. Издателем выступила фирма Mattel, те же самые, что издают игры про Барби. Далее, Cosmosim Free Space 2 26 тысяч, Oddworld Abe's Exodus 9500. Неспроста все мудаканы убежали на Xbox. Outcast 12,5 тысяч. Одна из наиболее впечатляющих игр и такой результат. Я думаю, разработчики просто заказали пиццы и разошлись по домам. Rainbow Six Rogue Spear 240 тысяч, при том, что это был не спинно-мозговой экшен, а тактический шутер. Alpha Centauri Sid Meier's 225 тысяч. System Shock 2 58 тысяч. Thief Dark Project 88 тысяч, Unreal Tournament 101 тысяча и X-Wing Alliance, игра Космосим по Звездным войнам, 143 тысячи. Вот так вот прошел 99 год. С вами был Virgil и всем спасибо за внимание.